Чарльз Уитмен, житель штата Техас, рос обычным парнем. Был примерным католиком, бойскаутом, популярным студентом колледжа, отслужил в морской пехоте, пока в августе 1966 года не забрался на башню Техасского университета и не начал стрелять из снайперской винтовки. Жертвами Уитмена стали 16 человек. В предсмертной записке техасский стрелок написал, что не понимает себя в последнее время и стал жертвой иррациональных мыслей. При вскрытии тела Уитмена в его мозге была обнаружена опухоль, давившая на амигдалу, область мозга, отвечающая за эмоцию и контроль поведения. В медицинском отчете записали, что причиной неконтролируемых действий могла послужить именно опухоль. Но может ли убийство быть симптомом болезни мозга? Или, чтобы не брать только такие крайние примеры, когда людей можно винить за их поступки? Если на всех нас влияют болезни, уровень гормонов, плохие гены, травмы детства, ну и так далее. Можно ли, например, подросткам вести себя, как им захочется, если у них идет гормональная перестройка? Значит, никто ни в чем не виноват. Об этих вопросах спорят нейробиологи, психологи, юристы. Тему свободы воли и как она проявляется в психологии я разбирала в одном из прошлых видео. Напомню, сторонники жесткого детерминизма доказывают, что никакой свободы воли у нас нет, потому что все предопределено генами и воспитанием. Отсюда следует логичный переход к отрицанию моральной ответственности, к утверждению «виноват не я, а мой мозг». Идея детерминистов, что не мы решаем стать убийцей, женоненавистником или выдающимся ученым и меценатом. Это только вопрос везения или невезения в лотерее жизни. И поэтому якобы на нас не больше ответственности, чем за опухоль в мозге. Например, как пишет нейробиолог и философ Сэм Харрис, то, что я не психопат, отнюдь не моя заслуга. При всей тошнотворности содеянного не могу не признать, что поменяй меня местами с одним из злоумышленников, я стал бы точно таким, как он. Роберт Сапольский в книге «Биология добра и зла» говорит, что игнорировать биологические причины даже самых страшных преступлений – это все равно, что сжечь на костре эпилептика, веря, что он просто продал душу дьяволу. Некоторые биологи идут еще дальше, говоря, что за поступки люди не больше ответственны, чем животные или неодушевленные предметы. Ведь когда-то предметы наказывали за плохое поведение. Например, персидский царь Кир наказал речку и приказал ее перекопать, потому что в ней утонула его лошадь. А в Древней Греции, если камень или бревно падали на голову и калечили человека, устраивали суд над таким камнем и выбрасывали его из города. Эволюционист Докинс говорит, почему у нас такая ненависть к убийцам и вандалам, когда мы должны к ним относиться как к поломанным механизмам, которых надо починить или заменить? Видимо, потому что представления о вине и ответственности, о добре и зле встроены в наш мозг за тысячелетия эволюции. Моя опасная идея в том, что со временем мы откажемся от этой идеи наказания и будем смеяться над ней, как смеемся над идеей отшлепать непослушную машину. В итоге, теперь в американских судах стали учитываться нейробиологические свидетельства, а с недавних пор появилось понятие нейроюриспруденция. Это вызывает множество споров, потому что судьям и присяжным бывает сложно разобраться с наукообразными доказательствами, а ими легко манипулировать. Например, известно, что любые снимки МРТ усиливают веру в научность того, что нам доказывают. Популярность объяснений из сферы психологии и психиатрии привела к росту убеждений, что наказание – это вообще жестокий пережиток прошлого. В книге «Преступление и наказание» психиатр Карл Меннингер утверждал, что преступление можно предотвратить с помощью психиатрического лечения. Он выступал за обращение с преступниками как с психически больными. Биология и травмы детства способны стать оправданием любых проступков и идеальным алиби. Как в карикатуре про психиатрическую клинику. Первый этаж виновата мама, второй этаж виноват отец, третий этаж виновато общество. Про то, что виновато общество – отдельная история. Это объяснение по частоте употребления даже обходит биологическое. В преступлениях в разное время обвиняли влияние насилия на телевидении, видеоигры, абьюз, порносайты, тексты песен рок-групп, разницу в культурных нормах, ну и так далее. Кроме того, известно, что на наши поступки влияет множество подсознательных и неосознаваемых факторов. Плюс ко всему ими можно манипулировать. И вообще, большую часть жизни мы проводим на автопилоте. Это то, что социальный психолог Джон Барк называл автоматичностью бытия. То есть для сознательной свободы воли и ответственности остается совсем мало места. А как представления свободы воли и ответственности проявляются в нашей психологии? Детерминисты говорят, что отказ от идеи свободы воли и ответственности должен привести к уменьшению ненависти в обществе, если признать, что даже закоренелые преступники
Это в сущности неудачники по факту рождения. Ненависть к ним ослабнет, и порочный круг ненависти разорвется. Их оппоненты более пессимистичны и придерживаются старой идеи, что отказ от свободы воли приведет к плачевным последствиям. Без свободы воли пропадет ответственность, не будет причин кого-то за что-то наказывать или награждать, а значит, нечем мотивировать хорошее поведение. Исследования подтверждают эту вторую точку зрения. Если внушать людям мысль, что у них нет свободы воли, одни решают, что мы ничего не решаем и не контролируем, а другие, что все дозволено. В одном из исследований участники зачитывали текст, утверждающий, что ученые опровергли наличие свободы воли. Вы, все ваши радости и печали, воспоминания и стремления не больше, чем поведение огромного числа нервных клеток и молекул. Вы – это всего лишь сеть нейронов. После этого участники решали задания, за которые им платили $1. Те, кто прочитал упомянутый текст, чаще жульничали, чтобы получить больше денег. В других исследованиях такие участники проявляли большую агрессию и меньше помогали другим. То есть, если свободы воли нет, то можно расслабиться и не ограничивать себя. Вера в то, что нас нельзя винить в нечестном или агрессивном поведении, отбивает желание его контролировать. В то же время подтверждено, что наша вера в свободу воли помогает нам достигать нашей цели. Люди с более сильным чувством контроля сопротивляются давлению, реже поддаются вредным привычкам, больше зарабатывают, чаще пристегиваются и так далее. Это наше базовое убеждение, что мы управляем своей жизнью с помощью осознанных намерений и решений. Есть интересный промежуточный вариант. Воспринимать себя как свободного, наделенного свободой воли, а других как несвободных, запрограммированных обстоятельствами. Потому что если допустить свободную волю у всех, то усиливаются старые предубеждения. Если все свободны, то включается представление о справедливом мире. Значит, все справедливо, все сами виноваты и получают то, чего заслуживают. Если вернуться к ответственности, далеко не все согласны, что ссылкой на гены и биохимию мозга можно оправдать любые поступки. Каждый случай нужно рассматривать отдельно, но большинство людей способно контролировать свои физиологические проявления. И понять причины поведения не значит автоматически его простить. Вопрос о свободе воли как высокой материи можно оставить философам. Но в узком смысле под свободой воли понимается именно самоконтроль, свобода действовать без внешних принуждений и свобода понимать причины своих действий, способность следовать нормам общества в достаточной мере. А общество нашло способы ограничивать самых агрессивных и неспособных сдерживать физиологические порывы. С этой точки зрения интересна гипотеза эмоциональной реактивности. Согласно ей, в ходе эволюции люди прошли процесс самоодомашнивания. Для того, чтобы жить в больших социальных группах, пришлось постепенно становиться менее агрессивными и более склонными к сотрудничеству, а слишком агрессивные изгонялись. В отличие, например, от шимпанзе, которые живут малыми группами и сотрудничеству которых мешает темперамент, агрессия или страх. Нормы общества используют идею ответственности с одной главной целью – ограничить вредное поведение, где возможно ограничить агрессию или изолировать агрессивных особей, неспособных или не желающих использовать самоконтроль. Биология не оправдывает нежелательное поведение, хотя может объяснять его предпосылки. Как оно проявится, это тоже спорный вопрос. Здесь влияет множество факторов. Мы, люди, не только социальные, но и культурные животные. У нас включаются другие механизмы, поощряющие самоконтроль. И между строгим наказанием и анархией, когда все дозволено, есть много промежуточных вариантов. А если вернуться к истории техасского стрелка, то он тоже показателен. Тяжелое заболевание мозга преступника скорее частный случай. Также об ограничении ответственности идет речь в случае детей или людей с психическими заболеваниями. Но большинство взрослых людей способны к самоконтролю и пониманию последствий своих действий. Такой свободы вполне достаточно, чтобы нести ответственность.